Всем привет, друзья! В роялке закончились 4 FPS битвы за трофеи Дня Полководца, и теперь хочу поделиться с вами очередной идеей, чего не хватило ивенту, чтобы сделать его интереснее и немного увести в сторону от одного только фарма боссов. Я сейчас говорю не об очевидных вещах вроде оптимизации, когда локация так перегружена игроками, что даже мобы не отображаются, или о нерфе урона по боссам, когда ты автоатакой наносишь по 60к. Это, конечно, все обязательно нужно нерфить, но сейчас пойдет речь вовсе не о технической части, а об абсолютно бесполезной ивентовой вещи — это монстр-призрак войны. Напомню, призрак войны — это такой скелет, появляется на локации при убийстве обычных мобов, и с него падает эмблема стражника. Если использовать эту эмблему и убить скелета уже в форме стражника, тебе упадет военный жетон. И из 100 таких жетонов собирается почетный знак полководца, амулет, который превращает тебя в стражника без ограничений. И вот все вроде и придумано грамотно, но проблема в том, что почетный знак полководца по сути абсолютно бесполезен. Это чисто фановый кастомайз, а больше со скелета ничего не падает, ни расходки, ни карт. Поэтому и фармить их смысла нет никакого, и все взаимодействие с ними сводится на нет. Они просто бродят по локации, нафиг никому не нужные. Я к чему веду, ты сам наверняка, видя этого скелета, тупо пробегаешь мимо, ведь он для тебя просто бесполезен, амулет тебе или не нужен, или ты его уже собрал, а лута с него нет никакого, и возникает вопрос, а зачем? Зачем нужен этот моб? И тут на ум сразу приходит ивент «Праздник урожая» с Дуаном Безжалостным. Там есть и отдельный босс, с которого собирается уже 2, кстати, карты, и есть тыквы, которые появляются на обычных локациях, из которых можно собрать еще одну карту, и кроме этого с них падает расходка, рецепты на шапки и петы. То есть есть профит и босса фармить, и тыквы, потому что оба они проработаны и наполнены. Из-за этого и весь ивент становится более интересным и разнообразным, когда как День Полководца это тупо рейты, бесполезные скелеты и фарм боссов на нервиках. Хотя фарм очень прибыльный, тут конечно плюс. И возвращаемся к нашему призраку войны, пустой, никому не нужный набор кода. И вот наконец мы подошли к самой идее, как его реабилитировать, чтобы он стал интересен и полезен для массового игрока. Сразу оговорюсь, что все это лишь мои хотелки, я так вижу, и если не согласен или хотел бы что-то дополнить, милости прошу в комменты. Итак, первое, что приходит на ум, это просто добавить карту вроде карты тыквы с той же самой механикой получения. То есть со скелета падают обрывки, собираешь 10 штук, получаешь карту. Глупо отбрасывать этот вариант, ведь на мой взгляд карта тыквы зашла просто идеально. Она полезная, не дисбалансная и самое главное дешевая, ее легко может позволить себе буквально каждый. В скелета же можно было бы добавить карту призрака войны. Вставляется в доспех, дает 6 выносливости и особенность. Когда уровень здоровья персонажа опускается ниже 30%, он получает 20 устойчивости атакам гуманоидов, орков, нежити и игроков на 10 секунд. Перезарядка 30 секунд. Почему именно этот список? Потому что карта связана с войной, и именно орки, гумы и игроки лично у меня больше всего с ней ассоциируются. Да, и если кто не в курсе, 20 резиста равняется 16% порезки урона. Цифра просто огромная, но при этом карта получится довольно нейтральной. Если кого-то кольнула устойчивость от урона игроков, то вспомни, что есть карта крови бессмертия, которая будет гораздо более полезной в PvP. Где бы пригодилась такая карта? Ну, во-первых, 6 выносливости будут полезны почти всем классам на прокачке. Во-вторых, при самом каче, на орках Волохе, гоблинах в Кабуке, зомбаках в Видоке и Мертвом Городе. Тот же ГДП будет гораздо легче проходить. Отводы на Патаге станут более комфортными, плюс на поместье Соло чуть ли не сменную броню можно будет сделать с этой картой. И во всех этих примерах, когда тебя будут прокусывать, 20 устойчивости сильно увеличит твои шансы на выживание. Ну и в-третьих, резист PvP даст хоть и крохотное, но все же преимущество. Правда, при условии, что у тебя обычный PvE-шный персонаж без карт крови. На высоких уровнях это возможность простоять какие-то лишние мгновения, чтобы быренько свалить или даже наоборот по щам надавать. Да и на прокачке в пещерах, нарвавшись на агро, может пригодиться, дав лишние секунды жизни. Но тут смотря на кого нарвешься. Есть такие мужчины, что и full 11 обвес тебе не сильно поможет. Вот такая вот получилась идея, причем тут по сути ничего не придумано, кроме статов на карту, ведь повторюсь, ровно та же механика уже реализована на Дне урожая в тыквах, и показала она себя очень здорово. Пиши в комментариях, что думаешь об этом, ставь лайк, если понравилось, и обязательно подписывайся на канал. Удачи в игре, пока!